Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертоглу турецкие узоры. Сегодня я вяжу вот такие тапочки. На 2 спицах они связаны. Начинала вязать с задней стороны, с боковушек. Сначала связала 2 боковушки, потом перешла на мысок, сократила мысок, немножечко жаккарда здесь. Здесь все платочной вязкой, здесь лицевая гладь, здесь опять платочка переходит. Перешла на подошву. Вот соединяем вот так вот подошву, добрали здесь петли, пятки у меня нету в этот раз, сократила я здесь петельки вот так вот перешла на пятку. Ну и все, и закрыла, обвязала. Тапочки простенькие, но смотрятся довольно-таки прилично, вяжутся быстро, поэтому будем вязать. Значит, какие у меня нитки? Нитки у меня под стол улетела. Акрил стопроцентный, 240 метров в 100 граммах. Это нитки турецкие, картопу флора. Спицы номер 2,5. Я всегда вяжу этими спицами, чтобы плотненько было. Значит, можно вязать сразу 2 половинки. Я связала по одной, 2 половинки на одной спице с разных моточков. Вот смотрите. Набрала 19 петель. И через каждые 3 ряда я буду их сокращать до 15. Было 19, сокращу до 15. И вот такие горошки провязывала через каждые 3 ряда. Ну, это по желанию. Хотите, провязывайте, хотите, не провязывайте. Значит, потом это все соединим и перейдем на мысок. Значит, вот я провязала, что я провязала. Кстати, это у меня 37 размер. Они вот как раз сели на 37 размер. Поэтому у кого размер будет больше, можно вот здесь на мыске туда провязать несколько рядов. У меня мысок небольшой, потому что размер небольшой. Здесь на мыске вот эти вот платочные ряды, можно их просто удлиним. Длиннее, глубже мысок сделаем. Ну или же вот эту вот часть можно сделать чуть короче. Я вам потом замеряю в сантиметрах, сколько это будет. Могу замерить прямо сейчас. Вот я левую сторону связала. Значит, сколько она у меня здесь? 12 сантиметров левая сторона. Ну и правая, соответственно, также будет. Так, вяжу эту сторону. Провязала первые 5 рядов лицевыми. Теперь первые 3 петельки лицевыми. Белую ниточку ввела. И начинаем вот эти вот точечки, горошки такие. Через каждые раз, два, три петли. Их получится по 4 штучки. Раз, два, три, одна. И так идем до конца ряда. Раз, два, три. Один. Раз, два, три. Один. И осталось 3 петельки. Через 3 ряда провяжем также, только в шахматном порядке. Потом, когда я провяжу 3 раза вот этими белыми, раз, два, три, 3 ряда этих белых, я начну сокращать петли сверху. Ну, до туда дойдем, покажу. Теперь изнаночный ряд. Опять же, все лицевыми. Раз, два, три. Белая лицевой тоже. Так до конца. Следующие 3 ряда провяжем основным цветом. Раз, два, три.
Одна. Сейчас довяжу до конца. Раз, два, три. Одна. Раз, два. И последнюю. Вот так вот я провязываю. Перевернула. Подтягиваем. Все, дальше вяжем основным цветом. Раз, два, три. До конца вяжем основным цветом. Потом опять перейдем на белый. Вот. Где она у меня? Смотрите. Между ними одна белая. Между ними одна белая. В шахматном порядке будем менять. Раз, два, три. Через 3 полных ряда белый. Через 3 полных ряда белым. Провяжем так. Раз, два, три, как я уже сказала. Потом я начну сокращать. Довяжем до этого места. Я к вам вернусь. Сейчас вяжем все до конца вяжем основным цветом. 19 петель у меня на спице. Сокращать будем до 15. Вяжем. Вяжем нашу правую половинку. С правой стороны я сокращаю в конце ряда, а левую половинку я буду сокращать в начале ряда. Сокращаю обычным способом. По 2 вот предпоследние 2 петельки, провязываю их вместе. Обычным способом. Так, плавно. 2 вместе, все. Дойдем так до 15, пока не будет на спице 15 петель. Обратно идем все лицевыми. Провяжем нужную нам длину. Понятно, да? Итак, вяжем до конца ряда, сокращаем петельки, дойдем до мыска и к вам вернусь. Провязали 2 половинки. Теперь что делаю дальше? 15 здесь, 15 здесь. Доберу 4 петельки посередине. Надо соединить эти 2 половинки. Раз, два, три, 4. Эту ниточку потом закрепим. Здесь я закончила, вот у меня изнаночная, и продолжаю лицевой. Здесь был лицевой ряд. Они все вязались лицевыми, но по этой стороне, внимание, лицевые петельки, добрали 4 штуки. Левая сторона изнаночная, теперь будем вязать лицевые. Так, подтянем это все. Все, провяжем до конца лицевыми. Потом несколько рядов, 4-5 рядов лицевыми. У меня это где-то сантиметр-полтора. Вяжем до конца лицевыми. Все, соединили 2 части. Начинаем вязать мысок. Все лицевыми, девочки. И изнаночную сторону, и остальные ряды тоже лицевыми. Ну, не считая жаккардом. Возвращаемся тоже лицевыми петлями. Посмотрите, сколько я здесь провязала. Раз, два, три, 4, 5. 5 зубчиков, полных рядов. Ну, вы ориентируетесь по толщине своей нити. Кто-то может побольше провязать, кто-то поменьше. Давайте провяжем вот эти вот ряды до начала жаккарда, я к вам вернусь. Провязала необходимое количество рядов. У меня на спице 34 петельки. Теперь буду сейчас вязать вот этот вот жаккард. Я вот нарисовала как раз на мысок, на ширину мыска 34 петли. Вязать буду вот так вот.
начинать вот буду отсюда. Кто может вязать сразу, вяжите. Кто не знает, первый раз, может быть, вяжите вместе со мной тогда. Опять же, схемку я вставлю под фотографией в Одноклассниках. Начнем. Значит, что нам нужно? Белая ниточка, я ее не обрезала. Я ее так и вела. Так, первые 3 петельки провяжем основным цветом. Все лицевыми. Раз, два, три. Вместе с кромочной буду считать. 3. Одна белым. 3 основным. Одна белым, 3 основным. Так будем идти до конца ряда. 3 петли основным цветом, 1 белым. Раз, два, три. 1 белым. 3 темным, 1 белым, 3 темным, 1 белым. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда у меня 2 основным цветом. Второй ряд изнаночный. Первую петельку сняли. Вяжем изнаночными петлями. 3 белым. Ой, улетела. Раз, два, 3. 3 белым, 1 основным темным. 3 белым, 1 темным основным. Раз, два, 3. 1 темным. 3 белым. Раз, два, 3. 1 темным. Так вяжем до конца ряда. Вот так должно быть. Третий ряд. Первую снимаем. 2 петельки белым цветом. Одна темным. 3 белым. 1 темным. 3 белым, 1 темным. И так до конца ряда. 3 белым, 1 темным. 3. Так, вяжем до конца ряда. Это был третий ряд. Четвертый ряд, изнаночная сторона. Все петли провяжем изнаночными белым цветом. Нить основного цвета я буду вести вдоль линии, перебрасывать, верну ее в начало ряда. Раз, два, 3. Так, вяжем белым до конца. И пятый ряд тоже провяжем белым цветом. Пятый лицевой ряд. Сейчас белым довяжем до конца. И обратно весь пройдем белым цветом. Шестой ряд, изнаночная сторона. Подключаем зеленую ниточку. Первую петельку снимаю. Одну все изнаночными. 1 зеленым. 1 белым.
1 зеленым, 1 белым. Первую сняли, 1 зеленым, 1 белым. Так идем до конца ряда. Последние 2 петли у меня будет белым цветом. Так ложится. 1 зеленым, 1 белым. Одна зеленым, 1 белым. Так вяжем до конца. 7 ряд весь провяжем белым. По лицевой 7 ряд вяжем все белыми. И обратно по изнанке 8 ряд тоже провяжем все белым цветом. Вяжем до конца белым. Вяжем до конца белым и вернемся тоже белым. 9 ряд. Первые 4 петли белым цветом провяжем. Дальше основной цвет. Четыре белым, 2 темным. 4 белым, 2 темным. Так идем до конца ряда. В конце ряда тоже будет 4 белым. Две темным, 4 белым. Вяжем так до конца ряда. 10 ряд, изнаночная сторона. Первые 3 петли провяжем белым цветом. 2 темным, 1 белым, 1 темным, 2 белым. И опять повтор. Этот цветочек вот делаем. 2 темным, 1 белым, 1 темным, 2 белым. Повторяем цветочек. 2 темным, 1 белым, 1 темным. И так идем до конца ряда. 2 темным, 1 белым, 1 темным. Вяжем до конца. 11 ряд. Первую снимаем, всего 3 белым. Первая, вторая, третья. 4 темным цветом. Две белым. Четыре темным. Дальше до конца ряда будем чередовать. 4 темным, 2 белым. 4 темным, 2 белым, 4 темным, 2 белым. Так идем до конца ряда. В конце также у нас будет, как начинали, 3 белым. Вяжем до конца ряда. 12 ряд. Первые 4 петли белым цветом, 2 темным, 4 белым. 2 темным, 4 белым. Так будем повторять до конца ряда. Чередовать. Это серединку цветочка, 2 темным.
4 белым, 2 темным. Вяжем до конца. Так, что у нас тут выходит? Вот так вот выходит. 13 ряд. 3 белым, 2 зеленым. Начинаем вывязывать хвостик, листик. 3 белым, 2 зеленым. Ой, подтянем здесь. 2 зеленым, 1 белым, 1 зеленым, 2 белым, и повторяем сначала отсюда опять. 2 зеленым, 1 белым, 1 зеленым, 2 белым между цветочками. Все, так идем до конца. 2 зеленым, белая, 1 зеленая. 14 ряд. Первые 4 белым цветом, 1 зеленым, 5 белым, 1 зеленым, 5 белым. Так до конца. 1 зеленым, 5 белым. Первые 4. Дальше идем. 1 зеленым, 5 белым, 1 зеленым, 5 белым. Так, это был 14 ряд. 15 ряд провяжем весь белым цветом. И обратно изнаночный ряд тоже провяжем белым цветом. 15-16 ряды я вяжу весь белым цветом. Все лицевыми вяжем до конца белым и возвращаемся изнаночным и белым. Понятно, да? Вяжем. 17 ряд. Первые 2 белым цветом. Дальше будем опять вязать пунктир вот этот вот зеленый. Одну зеленую, одну белую. Вот над зеленой идет зеленая. 1 зеленая, 1 белым, 1 зеленая, 1 белым. И так до конца ряда. 1 зеленая, 1 белая. Все, так идем до конца ряда. Потом провяжем опять также 2 ряда белым, 2 ряда белым. И также закончим, как начинали. 1 зеленая, 1 белая, дойдем до конца ряда, провяжем 2 ряда белым. Провязали 2 ряда белым. Теперь изнаночная сторона. Первые 2 белым. Одна темным. Три белым. 1 темным. Раз, 2, 3. 1 темным. 3 белым, 1 темным. Дальше так идем до конца ряда. Раз, 2, 3 белым. 1 темным. Начали с 2 белых. Дальше 1 темная, 3 белых, 1 темная, 3 белых. Они должны совпадать вот с этими, который наверху был у нас ажурчик такой вот. Три белых, 1 темная. Вяжем до конца ряда.
Следующий ряд. Первых 2 провяжем основным цветом темным. Теперь 3 белых. 1 темным. 3 белым. 1 темным. И так до конца ряда. Три белым, 1 темным. Заканчиваем ряд. И последний ряд узора по изнаночной стороне. 2 первых петельки основным цветом темным, 1 белым провязали, дальше 3 темным, 2, 3 темным, 1 белым, 3 темным, 1 белым, так до конца. 1, 2, 3 темным, 1 белым, 3 темным, 1 белым. Вот, закрываем мы это дело. Заканчиваем узор. 1, 2, 3 темным, 1 белым. Закончили мы вязать узор. Дальше я провяжу следующий ряд лицевой. И с изнанки основным цветом буду вязать платочной вязкой все лицевыми. Провяжем немножечко желаемую высоту, глубину мыска. А если быть точнее, то примерить сначала мизинца. Начнем сокращать мысок вот здесь. Вяжем все лицевыми. Кому какая высота, длина нужна. Все по лицу лицевыми и по изнаночной тоже лицевыми. Провяжем сейчас вот эту вот часть. Дойдем до мизинца. Начнем сокращать, я к вам вернусь. Так, сокращаю я свой мысок. Значит, что я сделала? Сокращать я начала через 2 ряда после узора. Первые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первые вот 7 зубчиков я сокращала в каждом лицевом ряду. Дальше я буду сокращать и в лицевом, и в изнаночном. С каждого краю по 2 петельки. Дойду, пока не будет у меня 10 петель на спице. До 10 петель буду сокращать. Вот так, 2 вместе. Все. Перевернули. И также с изнаночной стороны. Две вместе. Остальные все лицевыми. И в конце ряда. Понятно, да? Сокращаем наш мысок. Ну, мне 10 петель достаточно. Может быть, вам 12 понадобится. У кого тоже нить толще, тоньше. Может, кому 9 петель, может 8. То есть у нас было четное количество петель, поэтому на мыске останется четное количество. Смотря у кого какая ножка. Так, вот они, последние 2 петельки. Провязала вместе и не провязала. И последнюю. Все, разворачиваемся и точно так же по лицевой стороне. В общем, понятно, да? Первые ряды я только в лицевых закрывала, потом сокращала в каждом ряду. Давайте дойдем до конца, я к вам вернусь. Закрыла я последние петли
Вот по изнаночной стороне 10 петель я оставила. Теперь что будем делать? Теперь будем набирать. Вяжем все 5 лицевыми. Вяжем до конца. Крючок я не взяла. Последнюю тоже провяжу лицевой. Так, теперь что мы делаем? Я буду крючком вытягивать петли, хотя если вы тут слабо вязали, то можно это делать спицей. Вот под каждой дужки вот так вот петельку развернулась. Так, и так мы будем делать, прибавлять нужную нам ширину. Сейчас я это расскажу. Сейчас эту добавлю с этой стороны. Так, провязала лицевыми. Вот под две дужки подтянула. Ага. Все. Итак, расширяем подошву. Значит, я расширю, наберу 24 петли. Верх у меня, ой, 26. Верх у меня 34, наберу 26. Всего это у нас получается 60. Мне 60 подходит. Хотя по правилам нужно было, чтобы верх, например, был 30 и низ тоже 30. Но тогда вот этот вот соединительный шов падает, ну, где-то посередине. А я захотела, чтобы он немножечко под подошву заходил, поэтому отправила, отступаю. Верх набрала 34, а подошву 26. Если вам нужно меньше 60 петель, 58, не знаю, смотрите, 62, то, соответственно, подошву наберете 24, 28. Вот. Провели, подтянули. Наберем так петли все, а потом будем соединять. Соединять буду лицевыми. Все понятно. Добавочную делаем из крайней петельки. С лицевыми. Захватила, надела, подтянули ее. Вот, все. Вот так вот. Добавляем петельки. Закончила я расширять мысок. Вот такой мысок получился. Такой вот. Теперь что дальше? Так, провязала опять же все лицевыми. Нить за работой, последнюю петельку сняла не провязанной. Теперь вы смотрите. Подтягиваю. И эти две петельки провяжу лицевой. Вытянула петельку, не провязанную перекинула. Две вместе, их лицевой. И подтянули. Еще раз покажу.
Ряд до конца дошли. Последнюю петельку не провязываем, нить за работой. Под двумя дужками захватываю петельку. Две вместе провязываю лицевой. Развернулись. До конца идем лицевыми все. Вяжем до конца лицевыми. Дошли до конца ряда. Последняя петелька, я ее снимаю. Перевернула. Вытягивать буду по лицевой, мне так удобнее. Накинула. И две вместе провяжу лицевой. Провязывать буду вот так, чтобы она смотрела в правую сторону. Да что ж такое здесь? Спица длинная, не могу развернуться. Вот так протянула. Протянули, подтянули. Еще раз. Захватили. Сидя на диване, спицы так спокойно получается, а вот за столом не получается. Вытянули, накинула ее и две вместе провязала лицевой. Вот так вот. Вяжем до конца лицевой. Идем до конца лицевой, закроем также в конце. Дошли до последней. Вытянули. Две вместе лицевой. Подтянули. Все, опять все лицевыми. Так по одной закрываем. Значит, что дальше сделаем? Закроем с каждого краю. Дойдем до конца. До конца не дойдем. Оставим, сколько я оставила? 11 петель я оставила. Вот здесь останется у меня 11 вот этих вот дужек. И потом я начну закрывать в каждом лицевом ряду с каждой стороны по одной петельке, пока у меня не останется на спице 4 петли вместе с кромочными. Давайте вяжем подошву, закрываем по краям, дойдем до начала пятки, до сокращения. Я к вам вернусь. Провязала подошву. Теперь буду сокращать. Вот такой тапочек получается. Как вроде бы вязали его на 5 спицах, но на 2. Значит, теперь буду сокращать. С каждой стороны оставила я по 11 петель. Буду сокращать до 4. С лицевой стороны в каждом лицевом ряду по 2 петельки. Так, сейчас обычным способом 2 предпоследних петельки вместе провязываю. И крайнюю, так как мы привязывали подошву, так и продолжаем. Две вместе. Подтянули. Возвращаемся в начало ряда, все лицевыми. Вяжем до конца все лицевыми. Пришли в начало ряда. Соединяем боковую сторону.
2 вместе лицевой. Все. Вяжем дальше. Также соединим в конце 2 вместе, провяжем лицевой в каждом лицевом ряду. Так я уменьшаю, сокращаю задник. Вяжем до конца, дойдем до конца, перейдем на, ну, не на пятку, пятки у меня не будет, до 4 петель довяжем. Закончила я сокращать задник, осталось у меня 4 петельки, и я на 4 петлях буду вязать, закрывать вот эти вот боковушки. Боковые стороны закрываю точно так же, как я провязывала всю подошву. Средние 2 петельки лицевой и крайние соединяем с боковой стороной. Так, так. Подтянули. 2 средних лицевой и крайнюю соединяю. Все, так идем до конца. Тут туго закрыла я, поэтому крючком. Все, вяжем до конца. Закончила я задник, закрыла петельки. Теперь что у нас осталось? Вот этот вот верх довести до ума, закончить. Можете просто обвязать крючком. Можете вот такую вот беечку связать. Дело вашей фантазии, как хотите, кто как умеет. Значит, я покажу, как это сделала я. Первый ряд, я сейчас это немножечко соберу, я пройду это все крючком. А потом из-под вот этой вот, из-под дужек буду вытягивать петли, наберу петельки и провяжу по кругу ряд лицевой, ряд изнаночный. Вот так вот. Все по одной соберу их, обвяжу крючком, а потом сантиметр бейки провяжу. Что я крючок держу как. Все, обвязываем тапочек. Обвязала крючком. Теперь буду вытягивать петельки. Кто не хочет заморачиваться, можете сразу по тапочку под наборным рядом вытянуть петли. Вот косичка смотрит наружу. На спице номер 2 или 2,5, смотря, если у вас будет много петель лишних, можно набрать на номер 2. Если нормальное количество петель, то 2,5, даже 3. В общем, зависит от толщины вашей нити. Сейчас наберу на 4 спицы петли,
Провяжу по кругу 10 рядов. Ряд лицевой, ряд изнаночной. Закрою петли и все, тапочек закончен. Понятно, да? Набираем петельки. Вот так вот получается. Всё, набираем до конца. Вяжем сколько хотите рядов. Закрываем бейку. Заканчиваем тапочек. Провязала бейку. Последний ряд закрываем. Я буду закрывать изнаночными петлями. Перед этим я провязала ряд лицевой и закрываю изнаночными. По 2 петельки обычным способом. Вот так вот. Ой, как же тут. Угу. Все, на этом закончили. Если вдруг меня некоторое время не будет в эфире, я не пропала. У меня дел много, я переезжать собираюсь, поэтому вещей много собирать нужно. К осени наверстаю. Буду работать в полную силу. А сейчас лето, жарко, другие дела. Так, все. Закончили. Крючок мой. Это надо соединить все крючком. Крючок я оставила где? На диване. В общем, эти 2 петельки мы соединим крючком. За крючком сейчас бежать не буду. Так, все, довязали тапочек. И что у нас тут получилось? Подошва. Все ложится. Все садится. Отнесу заказчице. Померить, потом фотографию вставлю. Ну вот, девочки. Вот так вот. Сейчас мы их повыше заснимем. Вот такие вот тапочки. Всем спасибо за просмотры. Всем легких петелек. Всего вам хорошего. Увидимся. До новых встреч.